Я в Китае поднимаюсь на Великую Китайскую стену. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и это завершающая часть моего китайского путешествия. В этом влоге мы посетим великолепный летний дворец, где проведем достаточно много времени, потому что его территория огромна. Наконец-то доедем до Великой Китайской стены и проникнемся ее величием, а также просто погуляем по разным местам и насладимся последними теплыми осенними денечками. Устраивайтесь поудобнее, активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Всем привет! У нас сегодня наконец-то великолепная погода, хотя она была неплохая предыдущие 2 дня, но было не настолько тепло и было пасмурно, а сегодня целый день светит солнце. Мы приехали в летний дворец, хотя собирались поехать на Пекинскую стену, вернее, на большую китайскую стену, на Великую Китайскую стену, господи, я забыла, как она называется правильно. Я ее почему-то называю Пекинская стена или Китайская стена. У нас, к сожалению, не получилось туда поехать, потому что карты показали не совсем правильный маршрут, и мы очень долго искали поезд или автобус, на котором мы можем туда добраться. И в итоге поняли, что все билеты на поезд раскупили, поэтому мы туда никак не попадем, либо попадем слишком поздно. Нам такое время не подходило. Поэтому мы решили сегодня поехать в летний дворец, в который мы собирались поехать завтра. А завтра поедем на Великую Китайскую стену. Мы уже купили билеты на поезд. А сюда мы только приехали, только зашли. И здесь так красиво. Здесь играет какая-то национальная китайская музыка. Вот сейчас ее, наверное, плохо слышно, но может быть немножко и слышно. Птички везде поют. Пока здесь виден только парк. Вот здесь вот мы сейчас, наверное, пойдем подниматься по ступенькам наверх. Но здесь еще должны быть какие-то постройки. Дворец, понятное дело, и что-то еще интересное. Поэтому вот сейчас мы придем, и я покажу, что здесь есть интересного. Но атмосфера здесь очень приятная. Ну, еще, конечно, радует солнце, потому что очень хотелось бы, чтобы такая погода была всю неделю, что мы здесь провели, а не только в последние 2 дня. Но даже это радует очень. Как будто бы начинаешь больше ценить, когда сначала проходишь через вот эти дни плохой погоды, дождь, ливень. Мы все постоянно промокшие до ниточки. А сейчас солнце и эмоции как будто бы еще больше усиливаются, потому что нам наконец-то повезло. Вот, кстати, что-то красивенькое. Это первое, что вот мы здесь видим. Фух. Эх, надеялась, отсюда стену можно увидеть. Но мы не так близко, как кажется. Стена находится примерно в 50 километрах отсюда, или в 40. И знаете, такая погода еще особенно ценна потому, что мы вернемся в Москву, а там снег. Ну, я надеюсь, что снег растает к тому времени, когда мы приедем. Но вроде как, по прогнозам, там уже вот-вот выпадет снег. Поэтому это последние теплые осенние денечки. А осенью так хорошо, когда сегодня плюс 20, не жарко. И это моя, наверное, самая любимая погода, когда не жарко, а именно тепло. И солнце так приятно греет, в воздухе витает уже этот осенний запах. Ой, хорошо-то как.
Здесь открывается вид на Пекин, но, как я понимаю, это окраина Пекина. Сюда мы, наверное, тоже сейчас спустимся. Что-то интересное здесь. Ой, чуть не упала. Здорово. Такие здесь ступенечки интересные из камня. Ой. Ух ты, здесь еще какая-то пещерка, туннель. Ой, я боюсь так одна туда идти. Вдруг там какие-нибудь мыши летучие. Пойду, пожалуй, вот сюда, наверх, потом туда схожу. Оп. Оп. Ой, ну какой вид открывается здесь. Вот здесь даже как будто бы немножко опасно ходить по вот этим ступенькам, потому что они такие нестабильные. Не знаю, какое слово подобрать правильное. И вот здесь кажется, что как будто бы вот здесь уже обрыв, и отсюда не спуститься. Но на самом деле там можно спуститься по камешкам. Можно вообще-то было пройти через тот маленький туннель и не идти по этим камешкам. Но мне захотелось вот так вот походить. А, вот еще дверь какая-то. Пойду смотреть. Горы видны на фоне. А вот, кажется, вон желтенький кусочек Летнего дворца. Я так понимаю, это здесь главная достопримечательность. Вообще есть такая закономерность неприятная, что как только мы забредаем в какое-то место, где нет возможности поесть, мы осознаем, что очень голодны. Я очень хочу есть. А здесь наверху, мы поднялись на горку, поэтому наверху ничего не продается. И я чувствую уже, насколько я голодная, насколько я хочу есть. И немножко негодую от того, что неизвестно, когда я поем. Вот как отсюда выглядит везде то место, где я ходила. Мне придется туда снова подниматься, потому что я была права, и Летний дворец-то вот он. А здесь такие крутые спуски и подъемы. Я, как обычно, не могу перестать снимать каждый уголок. Вот вроде бы все в едином стиле, и, возможно, вы даже не заметите разницы в том, что я вам показываю, потому что вам покажется, что я показываю одно и то же. Но это все разные места, и мне хочется показать каждый кусочек того, что я вижу. Но вот это очень красиво, понимаете? Поэтому я не могу останавливаться это все снимать. Вон откуда я пришла, я аж там была в самом начале. Шикарно. Елки эти еще, елки тоже покажу. Ой. А это как раз Летний дворец. Внутрь мы зайти не смогли, потому что в тот день он был закрыт, поэтому посмотрели его только снаружи. Но с тем учетом, сколько там было разных красивых точек, нам этого было достаточно. Потому что если бы мы заходили еще внутрь каждого здания, то, скорее всего, на это надо было бы потратить не меньше целого дня. У нас столько времени не было. Хотела подняться по этой дорожке, поднялась, а там нет прохода.
Такие лодки здесь интересные. На следующий день мы поехали на Великую Китайскую стену. Добраться туда оказалось не так сложно, как мы думали, и гораздо быстрее, чем мы думали. На поезде мы туда ехали, наверное, около 20 минут. Наконец-то кусочек золотой осени. А то все зелень да зелень. Я в Китае поднимаюсь на Великую Китайскую стену. Подниматься, я хочу сказать, не так-то просто. Очень непросто, я бы даже сказала. Посмотрите, какие здесь крутые подъемы и спуски. На самом деле меня больше пугает спуск, чем подъем, потому что он очень крутой. И я боюсь, что он не очень безопасный. Но с другой стороны, люди ходят, вроде бы все целы, невредимы. Но людей здесь, ребята, все как я люблю. А еще у меня есть такая прикольная кружка, которую я беру с собой в каждую поездку и делаю с ней коротенькое видео напротив какой-нибудь известной достопримечательности. И Великая Китайская стена не стала исключением. У тебя волосы поднялись. Ох, ребята, как же хорошо сидеть в середине сентября, завтракать на веранде, ловить лучи солнца, сидеть в футболке, потому что очень тепло на улице. Мы уже сегодня уезжаем. Это наш последний день. Самолет у нас вечером. Поэтому завтра утром мы уже будем в Москве, где далеко не так тепло, как здесь. Вообще на солнце кажется, что на улице плюс 25 примерно. Но на самом деле немножко прохладнее. Но все равно очень хорошо, потому что для нас такая погода в октябре, в середине октября, сегодня 15 октября, ровно середина. Для нас такая погода большая редкость. Я бы даже сказала, практически невозможно. Я не помню, чтобы у нас в середине октября было настолько тепло. Поэтому мы наслаждаемся последними часами. Вечером у нас самолет. Всю ночь мы проведем в полете. Это будет не самая простая ночь. И завтра будет не самый простой день, потому что после бессонной ночи, скорее всего, будет тяжело. Но как-нибудь переживем. Напоследок мы сходили в 2 храма, в храм Ламы и храм Конфуция. Там была особая атмосфера, нам очень понравилось, и это был первый раз, когда я посетила буддистский храм. Забавно, я себя в Китае чувствую достопримечательностью, потому что очень многие люди оборачиваются и с любопытством рассматривают, а здесь еще ходит толпа школьников, видимо, у них экскурсия по музею, по этому месту, и они, многие из них поворачиваются, машут руками и кричат «Привет!», ну, на английском, и это очень забавно. Ничего себе, рыбок.
на этом наша поездка в Пекин подошла к концу. Надеюсь, вам понравилась эта серия видео из Китая. Если вы не видели предыдущее видео, внизу оставлю ссылку, где вы их сможете найти. В скором времени я еще сделаю видео о том, что меня удивило, какие культурные отличия я наблюдала, что мне понравилось или не понравилось в Китае, и еще всякие интересности, которые я отметила. Если у вас есть вопросы или что-то, что вы хотели бы узнать о Китае, задавайте их в комментариях под этим видео, и, возможно, я на них отвечу в одном из следующих видео. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!